Всем большой привет! Сегодня у меня небольшой технический такой вложик. Дело в том, что я давно уже приобрел, скажем, спиральный или хеликал вал на свой фуганок. Не было времени его заменить, ну и потребности большой не было. Сейчас появилось время, буду этим сегодня заниматься и покажу вам, как я буду делать. Сразу говорю, я не учу, это не инструкция, не учебное пособие. Это опыт дилетанта, опыт начинающего столяра. Возможно, кому-то это просто пригодится, не более. Для того, чтобы мне осуществить эту замену, мне надо будет вот такой вот съемник. Потому что, к сожалению, несмотря на цену этого вала, производитель не смог сюда поставить два подшипника. Самых простых. Возможно, было проще их купить, чем заниматься сейчас съемкой, но посмотрим. Надо будет набор инструментов, еще не знаю, какие нужны будут ключи, но нужна будет отвертка и нужны будут такие вот ключики, которых может не быть в наборе. Ну, собственно говоря, из инструмента, возможно, еще мне понадобятся какие-то проставки, подкладки деревянные, чтобы приподнять саму станину, но и этого у меня в достатке. Тут проблем нету. Сейчас перейдем к самому станку. Вот такой вот у меня фуганок. Многие видели его в кадре. Это J200 на 1800. То есть это говорит о том, что ширина строгального вала у меня 200 миллиметров, длина столов 1800. Для того, чтобы поменять один вал на другой, исходя из того, что я посмотрел на сайте производителя, либо продавца, мне нужно будет снять защитный кожух, снять упор параллельный, снять заднюю крышку, чтобы получить доступ к ремням, соответственно, двигатель ослабить ремень, сместить двигатель. И надо будет снять саму станину с тумбы. То есть для этого надо будет еще открутить 3 гайки. Я буду показывать, возможно, все, возможно, что-то пропущу, но основные моменты я уже сказал. Итак, я начинаю. Как я уже сказал, первое, с чего я начинаю, я снимаю вот этот защитный кожух. Мне понадобится вот такой вот ключик шестигранный. Здесь есть, ну, скажем так, гаечка, которая имеет выемку в виде шестигранника. Поднимаю здесь. Все достаточно просто. Вот. Это выемка, надеюсь, она видна. Ну и чтобы не потерять гаечку, я ее сюда закреплю и пока отложу в сторону. Следующий этап. Я снимаю крышку, отвернул все болты. Здесь обычные такие вот винтики, ничего сложного. Но, как видно, здесь собралась стружка. Ее надо, конечно, удалить при помощи самого простого устройства — пылесоса. На скорую руку я убрал. Конечно, это потом все продую, прочищу. От двигателя, вы видите, идет ремень, который, собственно, и вращает вал. И следующее, что я сделаю, я, пожалуй, ослаблю крепление двигателя. Вот он держится, сейчас, чтобы было видно. Двигатель сам находится на 2 горизонтальных таких вот опорах, которые закреплены при помощи гаек. И либо опуская двигатель, ну, собственно, под его собственным весом, либо его приподнимая, можно либо ослабить, либо натянуть этот ремень. Поэтому я сейчас откреплю 4 болтика и сразу сниму ремень. Все, скинул передачу. Сейчас я буду снимать параллельный упор. Для параллельного упора мне надо вот такой вот шестигранник, шестерочка. Крепится он с 2 сторон 4 болтами. Следующее, о чем говорит производитель, это необходимость снять вот этот ограничитель
прохода стола. Далее, чтобы подобраться к валу, потому что он крепится здесь на несколько болтов, мне необходимо приподнять сам станок, ввиду того, что здесь есть система пылеудаления, которая сделана достаточно просто. Просто лист под углом, и на него падают опилки и, соответственно, стружка отсос. Поэтому первое, что я делаю, это, как я говорил, справа и слева. То есть сейчас, смотрите, слева есть вот таких вот два болтика. Их снять достаточно просто. Я их откручу, снизу могу ключом себе помочь. Но если сейчас смотреть справа от меня, сзади от станка, вот здесь вот есть, вот там вот видно, тоже есть болтик. Его надо также снять. С другой стороны там гайка. Все, есть первый болт. Вот с обратной стороны также шайба и винтик. Ну, я предварительно ослабил. Так, то же самое делаю с другой стороны. После того, как я убрал все крепления, которые связывают станину и основание, мне надо приподнять саму станину, ну, на небольшую высоту, чтобы можно было залезть ключом либо рукой. У меня есть таких вот два брусочка, которые я использую при склейке. Таким образом у меня появилось пространство, я могу сюда забраться. Вот я рукой прокручиваю вал. Мне надо будет открутить вот эту вот гайку и такая же гайка со второй стороны. Следующий момент. Мне надо столы максимально развести в разные стороны, чтобы можно было достать сам вал. И следующим этапом я достаю сам вал. Конечно, неудобно. Так, с этой стороны есть сразу целых две поставные пластинки. Ну, в принципе-то и удобно. Надо только быть в перчатках. Так, с одной стороны есть пластинки, с другой нету. Не путаю их местоположение сразу. Хотя, может быть, и позже. Нет, надо основательно почищу все от стружки, опилок. И перехожу на рабочий стол для смены вала. Перенес я вал. Вот он в сборе. Рядом у меня вот новый вал. И, собственно говоря, вот эти вот один подшипник внизу. И ту часть, которая отвечает колесо за ременную передачу, мне надо перекинуть на новый вал. Что я буду делать? Я сейчас при помощи съемника попытаюсь снять верхнее вот это колесико. Устанавливаю съемник. Ориентирую его по центру. Далее при помощи гаечного ключа буду пытаться его снять. Казалось-то проще делать в горизонтальном положении. Снял я, как видите, полностью. Пока откладываю в сторону. Вот на валу есть вот такая вот шпонка. Я ее сейчас достану. Шпонку я достал при помощи плоскогубцев и отвертки. Я ее немножко подковырнул, потом молоточком немножко назад, ну это буквально миллиметры. И дальше она освободилась, и я ее достал. Ну вот, выглядит она вот так. Пока тоже в сторону. Защитный кожух для... Сейчас я его освобожу. Это защитный кожух для подшипника. Вот здесь набилась грязь. Опять же буду чистить все, промывать. Теперь самая большая и трудная для меня задача — это снять вот этот подшипник. Вряд ли это я смогу сделать при помощи съемника. Сейчас я, конечно, буду пытаться.
Дело в том, что, возможно, вот эти вот, скажем так, захваты не пройдут сюда. Но если что, я сейчас уберу ножи, и, скорее всего, все у меня получится. Не так все просто оказалось со съемом этого подшипника. Пришлось мне использовать тиски. Я зажал между двумя фанерками сам вал, внизу тоже подложил. Установил съемник. Ну, только что сорвал подшипник с места. Ну, при помощи трубы. То есть я снял из струбцин, ну, обратную бабку, и при помощи рычага вот такого, насколько я понимаю, мне удается этот подшипник снять. Ну, не обошлось здесь без универсального средства. Я замочил, минут 15 подождал, ну и оно откисло. То есть один подшипник у меня есть. Также сейчас сниму и второй. Ну, мне, конечно, повезло, что, во-первых, у меня вал трехножевой. Мне есть куда подлезть с помощью губок. Если у вас двухножевой, то я предполагаю, что нужен съемник двухзахватный. Ну, конечно, если есть плоскостной съемник, но он, как я говорил, уже дороже, наверное, в 10 раз, чем вот этот обычный, а то и больше, то с ним, наверное, будет еще проще. Ну, сейчас попробую перевернуть вал. Снятие второго подшипника, малого, оказалось не такой и простой задачей. Дело в том, что его диаметр значительно меньше, и губкам не за что было ухватиться, несмотря вот на эти пазы, которые у меня есть, которым я радовался. При помощи болгарки я немножко отпилил от этих губок, но если вот на этой показывать, то сделал вот такую прорезь небольшую, так, чтобы они могли попасть между подшипником и самим валом. Ну и сейчас при помощи трубы попробую сорвать подшипник с места. Я его также залил смазкой специальной. Есть. Ну, вы слышали такой характерный скрип. Это сорвался подшипник с своего посадочного места. Все, подшипник достал. Ну, тут он тоже грязненький. Ну, я его почищу. Сейчас обработаю всем. И все будет хорошо. Сразу, забегая вперед, расскажу вот про этот съемник, который я купил очень дешево. Но, по большому счету, он такой же дешевый, как его цена. Возможно, более дорогие имеют там более тонкие настройки, они сходятся все губки в одну точку, не знаю. Но этот съемник выполнил свою роль. Вот еще раз показываю, как я обрезал вот здесь вот. То есть больше подшипников я пока не предполагаю снимать. И для одного раза мне вполне хватило. Продолжаю свою работу. Освободил я уже сказал, старый вал. Будет у меня в запасе. Вот есть у меня новый. Упали колечки. Но в паспорте нет ничего про эти кольца. Предполагаю, что эти кольца транспортировочные. Надеюсь. Итак, собираю в обратной последовательности. Там, где короткая, я ставлю подшипник меньшего диаметра.
Все, стоит на месте. И дальше к нему вот этот вот защитный кожух. Все, есть на месте. Беру второй подшипник. Также вставляю его. Но есть здесь нюансик. Длинная вот эта штука. Сейчас. Нет. Вот. Есть у меня такая труба. Уже пошел. Можно, конечно, высверлить в деревяшке отверстие и также забивать. Но я попробую при помощи трубы это сделать. Все, я его туда запрессовал. Далее надеваю также на него, спокойно одевается защита. Сейчас посмотрю, может ее надо. Вот, нет, свободно входит, садится на подшипник. И дальше надо вставить то, что будет двигать наш вал. Все, и сюда забиваю шпонку. Все. Надеюсь, что вал собран. Подшипники работают. Итак, я здесь все протер. Все, что можно было протереть. Здесь есть два проставочных таких вот элемента. Ну, их ставят с завода. И, безусловно, их нельзя убирать. Сейчас будет самый главный ответственный момент. Положить вал надо так. Угу. Закрепил я вал к самому станку, к станине. Ну, закрутил два болта, шпильки, которые соединяют сам вал, ну, с основанием станка. Дальше надо, проверить, конечно, хочется регулировку. Для этого я совмещаю принимающий стол с ножами. То есть мне их надо выставить в уровень. Установил я вал. Долго я с ним занимался, выставлял высоту. В итоге пришел к тому, что одну из проставок я убрал. Стало нормально. Я и раньше замечал, что у меня, когда я выставлял ножи, одна сторона чуть-чуть получалась приподнята. Ну, посмотрим, как сейчас будет. Если нет, то разберу, поставлю обратно. Продолжаю сборку. Ставлю я ограничитель стола на место. И после этого я ставлю ремень назад. Дальше осталось поставить сюда параллельный упор. Ну и осталось его сейчас проверить на 90 градусов. Собрал я станок, установил защиту, заднюю крышку, подключил к системе аспирации. Сейчас самое время проверить, как будет работать, как будет строгать. Беру я доску сосновую сухую, которую я подкладывал. Вот она не обработана со всех сторон. Сейчас будет первый запуск. Буду использовать вот такой вот толкатель. Когда-то сделал самый простой, две фанерки.
и от терки ручка. Здесь у меня планшет. Сейчас включу вытяжку, поэтому и станок. Будет шумно, но посмотрим. Первые мои впечатления после запуска станка — это то, что работает он значительно тише, и материал идет намного легче. Понятно, что много ножей, они еще острые. Ну, качество строгания меня устраивает, нет никаких ступенек, плоскость есть. Ну, я также выставил 90 градусов на упоре, ну, поэтому можно посмотреть, 90 градусов есть. Можно так приложить, можно так. Ничего не гуляет. Такой у меня есть. Угольник, кстати, от очень хорошего блогера. По-моему, «Приключения деревяшек». Отличный угольник, точный. Немного об особенностях того, что я сегодня делал. На YouTube есть ролик от Belmash. Они там показывают, как менять вал на фуганке 150. Но и там, по-моему, два ножа. Как вы сегодня видели, мне очень повезло, что у меня был вал трехножевой. Мне удалось с помощью такого трехзажимного съемника удачно снять подшипники. Но подшипники разные. Разный у них диаметр. Один снялся очень хорошо, как вы видели. Для второго пришлось сделать доработку, немножко подрезать вот эти губки. Ну, ничего страшного, учитывая еще раз цену вот этого съемника и то, что мне нужен был всего лишь для двух подшипников, все даже очень хорошо. Установить назад было несложно, чисто механически. Единственное, у меня возник вопрос в том, что при установке назад двух пластин у меня криво становился вот этот вал. Поэтому я принял решение убрать одну из пластин, у меня все стало ровненько. Поэтому не стоит бояться, надо делать. Helical вал — это, конечно, небо и земля. Хоть я и прострогал всего 3 поверхности, и еще у меня нету такого опыта работы на Helical вале, но первые впечатления очень хорошие. Это тише, это мягче, плавнее. Я думаю, что Helical вал стоит своих вложений. И самое главное, если попадет у меня гвоздь, что у меня уже бывало иногда, можно будет заменить либо одну пластину, либо ее перевернуть. Чтобы проблем, одну, две, куда он попадет, 3. Это намного удобнее, чем перетачивать ножи. Один нож на обычный фуганок сейчас уже стоит космических денег. Показал вам все этапы работы по замене строгального вала на станке. Напомню еще раз, у меня 200 мм и длина столов 1800. Если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь пишите. Возможно, я что-то сделал за кадром, но это не вошло в ролик. Поэтому спрашивайте. Нет ничего сложного, пока эмоции только положительные. Буду работать на этом станке, планов очень много у меня, надо перестрогать огромное количество древесины, склеить щиты, чем займусь в ближайшее время. Ну а на этом всем пока. Продолжайте смотреть мои ролики, а я буду обрабатывать деревяшки. Пока-пока.